Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно заглянули на канал Таро Немо. Таро расклад. Что случится? Что произойдет со дня на день? События ближайших дней. Давайте узнаем. Конечно, останемся реалистами, всегда говорю, потому что карта – это только метафора, но она может нам подсказать какой-то альтернативный путь. Или пусть это будет что-то хорошее, то, что нас вдохновляет, то, что помогает идти вперед, преодолевать какие-то сложности. Ну, давайте узнаем. Вначале мы сделаем сигнификацию, что-то тут у нас, ух ты, а кто-то спонтанно может засобираться в поездку. Кстати, карта заслуженного успеха, шестерка мечей. И по этой карте мы изучаем что-то новое, осваиваем новые технологии. Кстати, вот по новым технологиям, почему так говорю? Потому что, с одной стороны, что такое мечи? Шестерка мечей. Мечи – это интеллект. И пространство, эфир, интернет. Опять же, цифровые технологии или новые технологии, или ну, просто вам что-то нравится, вам хочется детальнее в этом разобраться. Мы тут можем, как вторичный заработок, что-то рассматривать. Для кого-то это будет связано с расширением горизонтов общения, мои дорогие, может быть, новых людей в свою жизнь пустить, потому что, ну, иногда интернет помогает, может быть, языки учите, да, и расширяете тоже тем самым свое общение, впускаете, как я уже сказала, новых людей. Но, понятно, тут при этом мы осторожны, это обязательно, потому что это еще карта мужества. Мы делаем в каком-то новом деле только первые шаги. Мы здесь еще не профессионалы, поэтому держи ухо востро, где-то об этом говорят. Но я такое вполне могу предположить, что, может быть, у кого-то дело какое-то решается, на кону как что-то серьезное стоит, вот буквально вот-вот, и вам придется ездить по инстанциям. Вот такое, к примеру, тоже могу предположить, потому что дорогу это тоже карта означает. Но вообще это если прежде был, знаете, ну или вот часто ведь в классических колодах Таро шестерка мечей, как человек отплывает от безжизненного берега. Так вот, если прежде был этот безжизненный берег или буквально какое-то место, как у нас все не получалось что-то осуществить, или какие-то наши таланты раскрыть, здесь мы тоже можем рассматривать новые перспективы, однако мужество нужно от этого берега безжизненного или этой пустыни, как будто отплыть. Первый шаг вот очень важно будет сделать в каком-то направлении. Ладно, давайте будем узнавать, кто вы, с кем готовы сегодня говорить карты, а вы можете узнать, насколько соответствует это вашей личной истории. Кто вы и что у вас происходит прямо сейчас. Ну, тут какая-то новость могла быть, кстати, которая перед вами открывает возможности. Может быть, это и выбор. Пажи – это всегда вестники, но жезлы, дела, работа, бизнес здесь какая-то, может быть, недавно, буквально со дня на день вами получена. Может быть, вчера, да, потому что новость, вот именно новость, что-то, на что вы, может быть, не рассчитывали. А здесь какой-то вопрос в новом продвижении. Или пусть это с альтернативным вариантом, но где-то элемент неожиданной новости или неожиданного какого-то события, неожиданной возможности. А у кого-то весточка от ребенка, может быть, даже взрослых детей. Но это приятное и полезное, я бы сказал. Но и опять же, мы что-то изучаем. Ладно, что в вашей жизни происходит. Ну вот что происходит? Вы смотрите вперед. Пажи – это наша бодрость духа, мои дорогие, это молодость. Молодость не имеет возраста. Неважно, сколько там у вас в паспорте написано, это к делу не относится. Главное, вот это внутренний, знаете, как драйв, желание любопытства. Не любопытство к соседу, нет, это вот именно жизни. Узнавать что-то новое, видеть что-то новое, да, может быть, и обучаться чему-то новому. Но очень часто мы по пажу мечей задумываемся, не сменить ли мне направление. Словно какая-то пластинка, она уже у нас так, ну, трохи заезженная. Надо, может быть, и подумать, и так видоизменить.
либо наше пространство. Мы можем задуматься даже о доме, потому что жажда перемен, вот что о вас можно сказать, и вы готовы идти вперед и рассматривать какие-то новые варианты. Да и учиться-то тоже. Хотя у кого-то, опять же, может быть дети, правда. Здесь вам как по справедливости возвращается какая-то возможность. Но это альтернативным путем, когда и себя приходится немножко перестраивать. Вы знаете, тут, может быть, буквально за последние какие-то дни сложилась сразу конфигурация, которая у кого-то из вас будет связана и с новостями, информацией, и еще и с детьми. Или с каким-то прежним вопросом, все же у нас аркан справедливости, правосудия, когда прежде что-то не удавалось сделать. А здесь, скорее всего, вы понимаете и можете себе, кстати, себя поблагодарить, что выдержали какое-то напряжение или долгие какие-то метаморфозы, когда именно через напряжение, через вашу настойчивость, когда не видели мы горизонтов, но где-то интуитивно чувствовали, что да, вот надо настаивать, где-то себя уговаривать, может быть, но продолжать. И вот теперь вы видите, для чего все это было нужно. И по аркану правосудия, может быть, это у вас буквально вот-вот начнут решаться какие-то вопросы. Я должна сказать, поскольку мы все разные, иногда аркан правосудия все же означает и суды, или какие-то решения, может быть, в судах, и медиаторство, может быть, у кого-то и так, или разбирательство, у кого-то, увы, и такая история. Значит, тут все равно вот это дело, которым вы заняты, может быть, оно и подзастряло какое-то время, все равно тут альтернативное какое-то решение может быть. Здесь вам именно судьба, понимаете, как дает какую-то возможность. Всегда ведь это карта кармы. Мы говорим, как аукнется, так и откликнется. Вот у вас с элементом новизны, каких-то возможностей откликается то дело, которое прежде было либо путаница какая-то, или сплошной лабиринт. А вот теперь уже точно, знаете, как и прояснение чего-то, и те, кто смотрит не чуть позже, а именно в момент выхода видео, ну или в ближайших днях. У нас сентябрь месяц ясности. Идем дальше. Кто вы? Что прямо сейчас, правда, тут ясность? Знаете, как в целом наше благополучие. Это и дом, это и семья, для кого актуально. Или, мои дорогие, выйти из одиночества. Вы тут тоже, потому что именно этот сольный вариант, может быть, надоел, и вы всерьез задумаетесь, нет, наступила пора, пришло время мне, наверное, все-таки быть в паре или иметь хотя бы друга, подругу, какое-то общение дополнительное, или вот эти новые люди. Расширить, в принципе, горизонты, сделать свою жизнь более красочной, яркой, надежной, интересной. У кого-то будут вопросы работы, потому что откуда к нам приходят деньги, ну и благоустройство вашего жилища. И даже вот это может пройти. Я должна сказать, у вас очень много планов. Может быть, прежде то, что касалось жилищных вопросов, не решалось. Тогда в ближайшее время здесь могут некоторые подвижки произойти. То же самое касается работы. И если вы ищете работу, тут можно найти эту работу. Но, мои дорогие, в каком-то новом эквиваленте. Пусть у вас есть диплом, вы специалист в какой-то области, но все равно тут, знаете, как смежную, может быть, область рассматривать. Ну, я чаще привожу примеры. Вы бухгалтер, может быть, как экономические вопросы. Или вы работали, допустим, в строительстве бухгалтером, да? Я не специалист, мне сложно судить, но я ту мысль, которую я хочу передать, я думаю, она вам будет понятна. А рассмотрите, например, в где-то госструктурах, да, или, может быть, там здравоохранение, просвещение или что-то другое, да. Вот как бы ваша профессия, но она в новой плоскости. И у вас вы останетесь настолько довольны. То есть работу найти можно, денег заработать можно. Вот у вас сейчас какой-то переломный момент в сторону больших плюсов, большей еще уверенности, когда вы сами себя уже можете похвалить. Возможно, это произошло, или для кого-то это произойдет, но вы уже это где-то чувствуете.
но пока может быть достаточно сложно, потому что вот как раз тут могут совпадать и вопросы и дома, и финансов, ну и понятно, откуда они к нам приходят, и работы тоже. Может быть, и взаимоотношения у кого-то. Но возможности, мои дорогие, вот буквально идут, спешат в вашу жизнь. Известия. Как пажи, два пажа и вести. Но, видимо, на этом не заканчивается еще какая-то возможность. Может быть, вы уже, ну вот скажем так, 3 дня тому назад вы были в каком-то душевном смятении, не знали, как вам поступить. А буквально сегодня или вчера, возможно, это зависит от того, что вы просто оптимист. И оптимизм нам здорово помогает, особенно выйти из патовых ситуаций, потому что мы понимаем, что я все равно что-нибудь придумаю. И это часто бывает таким побудительным мотивом, когда мы как не то, что мы решили ситуацию, но мы как будто перепрыгнули какой-то барьер, внутренний барьер. И с этого момента жизнь идет совершенно в новом форматоре. Вот, может быть, даже этот новый фарватер, который мы сначала продумываем ментально, он в реальной жизни у вас тоже проиграется. Поэтому, если не получили какую-то новость, то тут может быть известие или какое-то предложение, или вы сами видите совершенно новые для себя перспективы. Но правда, у нас сегодня люди, оптимисты собрались. Ладно, давайте будем узнавать, так а что же там произойдет со дня на день? Чего ждать? Чего же ждать в ближайшие дни? Давайте с вами узнаем, чего ждать в ближайшие дни. Карта будущего, карта сдачи экзамена. У кого-то этот экзамен может быть жизненный, и все те перипетии, которые я рассказала по первым 5 картам, ну, это и есть какой-то экзамен, прямо скажем, который вы сдадите. Это где-то работа в команде, поэтому вопросы работы напрямую связаны с этой картой. Но это именно перспективы. Мы преодолеваем какой-то период прошлый, и теперь мы с оптимизмом смотрим в будущее. Возможности, мои дорогие, опять же, какие-то возможности. И я могу предположить, что это начинается с какой-то новости или с какого-то факта. Но я допускаю, что это может быть новость, как в средствах массовой информации, но каким-то образом вот эта общая атмосфера, она влияет и на вас тоже. И вы уже этим даже можете быть воодушевлены, что, а нет, все равно действительно что-то меняется к лучшему. Как отстраивается путаница, лабиринт опять же заканчивается. И это уже новые возможности. Вы уже видите будущее, вы уже, посмотрите, ни одной карты прошлого нет. Ну, разве что какие-то итоги по аркану правосудия, как момент перехода, да, какое-то пороговое значение нам еще предстоит преодолеть. Ладно, а что же там случится или произойдет? Влюбленная? Вы знаете, тут может о себе напомнить, и планетарно где-то это совпадает, человек из прошлого. Совсем не обязательно, что это будет тот человек, которого мы бы хотели видеть. Но напомнить о себе может. Может быть, даже тот, с кем у вас была семья, например, человек. Ну, перекладывайте тут, в зависимости от того, кто смотрит, девочки или мужчины. Или как известие, вот тоже вот по тому союзу, который был. Почему я так говорю? Э, я могу также предположить, что вас ожидает и знакомство также. Но с учетом, наверное, опять же, планетарных транзитов, я могу и предположить, тут же как будто новость, обновление, и выпадает аркан влюбленной. Влюбленная – это все-таки то, что нам уже известно. Скорее, это то, что, с чем мы сталкивались, конкретный человек. Но у вас, мои дорогие, ведь это тут точно так же можно назвать и карта выбора. Может быть, выбора в личной жизни. А с чем это связано? Давайте узнаем. Это что? Выбор в личной жизни, правда, может быть. Смотрите, по королю Пентаклей идут супруги. Но опять же, к полу не привязываемся, мои дорогие девочки. Какой-то человек, мужчина из прошлого, может о себе напомнить. И вы знаете, я не могу сказать, что это будет обязательно личная жизнь. Да, для кого-то это так, а для кого-то это, ну, может быть, и было взаимодействие, но тут тогда
помимо личных вопросов, тут тогда добавятся еще и вопросы финансов. Или есть какая-то взаимосвязь, может быть и взаимозависимая ситуация, этого я тоже не исключаю. Как будто двое держатся за руки, и значит, какой-то контакт у вас продолжится. А может быть, вы даже сами бы хотели продолжить, потому что видите в этом какую-то перспективу. Или свой интерес, почему нет? Но король Пентаклей – это великий консерватор. Вот правда, если мы говорим, что произойдет, вы можете столкнуться с таким консерватором, который, он абсолютно уверен, что его позиция правильная. И я должна сказать, он ведь свое благополучие отстроил сам. Поэтому он через опыт к каким-то своим постулатам или принципам уже пришел. Переубедить его невозможно. Консерватор, ну что с ним сделаешь? И да и с вдохновением у него так сложновато. Однако это может быть какое-то продолжение союза в новом ключе, но именно потому, что в некоторых вопросах человек вам видится надежным, и это как будто по судьбе. Еще не все точки над «и» расставлены. Или как будто какая-то история, ну, должна быть все-таки продолжена, по крайней мере, может быть, в ближайшее время. Может быть, это еще предстоит какие-то бумаги оформить, да? Но вот пока она сама по себе не завершится, и ее как будто эту связь разорвать невозможно. Хотя вам может хотеться уже быстрее сделать этот выбор. И, может быть, так и в прошлом кое-что или кое-кого оставить. Тут перекладывайте на себя. Ладно, что еще произойдет в ближайшее время? Но тут с любовью кто-то. Но вообще рыцарь кубков. Это буквально не просто вестники, а конкретный, наверное, человек, который вам несет приятные эмоции, какую-то радость, может быть и радостную весть, хорошее настроение или добрые вести по части семьи, личной жизни, опять же, финансов, дома. Ну, все то, что я говорила по десятке пентаклей. А ведь и правда какой-то позитив прям стремится в вашу жизнь. Но так или иначе, смотрите, будет много новостей. И, может быть, каждую новость вам придется перепроверять. Вообще скучать вам будет некогда. Это здорово. И я всегда за драйв, но только бы не стоячее болото. И вот вам должно понравиться, потому что, с одной стороны, пентаклевые карты. Ну, здесь нет такого быстрого форсажа, но тем не менее драйв есть. Но в каком-то таком размеренном, что ли, темпе. Пентакли – это всегда, знаете, когда не на эмоциях все же, а когда продуманность присутствует. А по пажу Пентакли тут еще и знания. То есть мы детализируем, ищем дополнительную информацию. Может быть, это у кого-то действительно связано с переездом, потому что конкретно нам тут даже карта, мы как выбор жизненный делаем. Опять же, если вот есть экзамен, так мы его сдаем на выдержку и стойкость. И дальше мы оказываемся как на развилке. Выбор присутствует. И если вот все то, что я говорила по этим двум картам, связано с человеком и одновременно какая-то общая ситуация, которая пока не разрешена. Она может быть разрешена, но я для кого-то точно так же могу сказать, что это сотрудничество в новом ключе. Но это тоже может означать для вас своеобразный выбор. Ладно, что же там случится, произойдет со дня на день? И еще давайте с вами узнаем. Что случится или произойдет? Ну, вот видите, как будто и новости сначала приходят, какая-то ситуация немножко выравнивается, а у кого-то и немножко, и кардинально. И только потом вы, как понимаете, обретаете внутреннее равновесие, эмоциональное равновесие. Вы себя лучше чувствовать будете, мои дорогие. И вот только после этого, когда вы как бы накопите силу, может быть, это пару-тройку дней. Иногда нам достаточно действительно как добрую весть какую-то слышим и понимаем, что, ну да, вот сейчас будет меняться что-то к лучшему. И вот когда вы это уже чувствуете, понимаете, вот вы закрываете в прошлое дверь. То есть это не на надрыве эмоциональном, а когда вы просто рационально видите. Что-то я продолжать не буду. Мне неинтересно. Отгорело, отболело, уже все, это в прошлом.
Я должна сказать, тут и само прошлое от вас пытается оттолкнуться. Такой момент тоже присутствует. Ладно, что же там еще случится, произойдет? Ну, точно, выводы и выбор какой-то, и итог, главное, по аркану мир. И вы знаете, ведь правда, у кого-то может быть даже спонтанная поездка. Может быть спонтанная поездка, потому что есть возможность какой-то документ подписать, оформить или с кем-то встретиться и согласовать. Здесь именно возможности какие-то идут. Хотя это может быть также связано, что это к вам кто-то стремится. Я бы тут сказала, тут диапазон какой-то вы расширяете. Или пусть это даже через кругозор, как я говорила в самом начале по шестерке мечей, которая выпала еще нам до карт. Наверное, она нам и сказала заслуженный успех, но и мужество потребуется, и искусство первого шага. Да, вот первый шаг начинается с пажа, но, посмотрите, быстро какая-то ситуация достигает своего не только равновесия, но и заключительного аккорда. Здесь какие-то возможности, как буквально весь мир у ваших ног. Не случайно я часто так говорю, потому что наша это колода ведьмочек, как будто шляпу свою даже бросила, потому что, ну, это радость какая-то стремится в вашу жизнь. А давайте мы узнаем, а что нового, раз это итоговая карта, что нового спешит в вашу жизнь? Ну, вы знаете, будут еще и разрозненная информация. Много, вот как я сказала, будет, и тема информационная, она у вас продолжается. Ваша задача научиться работать с новостями или с тем, что вы слышите. Может быть, даже это то, что как сорока на хвосте принесла. Ни одна информация не проходит случайно. Но ваша задача перепроверить. Что-то это будет лишнее, наносное, но есть и какое-то рациональное зерно. Хотя будьте внимательны к людям тоже, мои дорогие. Это как что-то новое, неизведанное. Могут быть и такие люди, которые из разряда ненадежных. Или с которыми хорошо, знаете, помечтать, о чем-то подумать. Или с которыми приятно провести время, интересно. Иногда по пятерке жезлов, вот знаете, какие-то непоседы проходят. Может быть, это как раз то, что вам нужно, с учетом мира, и если кто-то собирается в поездку. Но надейтесь сами на себя вверху. Король Пентаклей и, может быть, какая-то история финансовая тут тоже придется просчитать. Тут ни в коем случае нельзя, если каким-то образом вопрос касается денег, документов, недвижимости, держите крепко в своих руках. Потому что перепроверять опять же придется, но и где-то с элементом недоверия относиться к некоторым персонажам – это факт. Будьте сами вот этим консерватором. Не все то золото, что блестит, и не все то, что нам транслируют, на самом деле оказывается правдой. Или так человек и задумал. Поэтому, чтобы не было какой-то для себя самой или самого в последующем сюрпризов со знаком минус, нужно понимать, что это не то, что кто-то пытается обмануть. А тут вот у нас, посмотрите, вот это действительно хаос и происходит. Э, Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело что? Не пойдет. Вот так вот оно и показано нам на карте. И вот и тут и варево не варится, да, крокодил не ловится, не растет кокос, так и хочется сказать. Спорят наши ведьмочки, не могут прийти к какому-то согласию. Ну, может быть, много мнений каких-то. Вы можете тоже оказаться в такой ситуации, когда вокруг вас кто-то спорит, конфликт. Тогда ваше дело сторона. Вот как этот король Пентаклей. Вот он свое бережет и себя заодно. И это будет правильно. И так даже будет по справедливости. Не надо бросаться на амбразуру, мои дорогие. Нет, не надо. Из какой стороны бы вы ни смотрели. Сохранить себя – это искусство. Овладейте этим искусством в полной мере. Как и сохранение, может быть, благополучия, собственно, и собственной целостности, так и буквально себя самого или себя самой. Потому что вокруг все же я не могу сказать, что да, итоги есть. Но, кстати, иногда ведь бывает так, что в тот момент, когда мы наиболее ресурсные, люди словно считывают наше состояние и пытаются
ну, каким-то образом воздействовать, чтобы тоже часть бонусов бы и им перепала. Ну, правда, такое бывает. Я думаю, кто-то со мной и согласится. Поэтому в такие минуты нужно думать о себе дважды. Ладно, так что же там нового спешит в вашу жизнь? Ну, вот смотрите, новое, да, девятка мечей. У вас есть возможность окончательно оставить какие-то свои надуманные заботы, хочется сказать. Или, может быть, какие-то разочарования. Ведь эта карта инсомнии или бессонницы, или искаженного восприятия. Это то, что мы думали, что будет повторяться, то, что мы тысячу раз анализировали, то, что нам казалось, да, вот много исписанных дневников, очень одиноко нашей героине, девушке. И она сидит, плачет с закрытыми глазами буквально. Она даже, у нее как будто сил нет просто посмотреть в окно, а там солнце восходит. Там уже нам показывают новый день. И все то, что было тебе или казалось за эту ночь, именно как бы ночь прошла. А ночью, согласитесь, мы ничего доброго не надумаем. Утро вечера мудренее. Вот что нового? Вот новый день уже на пороге. А то, что нам казалось, не имеет никакого значения. Что нового спешит в вашу жизнь? Новое. Вот как интересно у вас ложатся карты, кто кому совпадает, да, первое. Ряд карт. Это карта «Страшный суд». Суд вовсе не страшный. Это карта возрождения. И нам ведьмочка играет на флейте. Явно волшебная флейта Моцарта. Удивительное произведение, которое имеет какую-то магическую силу. Правда, на самом деле. Исследовано, кстати. Ну ладно, мы сейчас не об этом, но это возможности. Это подведение итогов и не просто планы на будущее, а уже первые шаги. И если я говорила, само прошлое пытается от вас оттолкнуться, то старший аркан дважды это подтверждает. Не оглядывайся назад. Тебе отсюда только вперед. Ладно, тогда давайте тут вот вперед и все. Видимо, знаете, где-то довериться судьбе, слушать интуицию, безусловно, и не пытаться, да, вот как искусственно притянуть что-то из прошлого, если оно нам даже дорого, любимо. Ну, если суждено, люди какие-то нам дороги, да, они нас догонят. А иногда бывает так, что и есть вот такая поговорка: «Свято место пусто не бывает». И для того, чтобы в нашу жизнь вошли новые люди, а мы были более счастливы. Вот какое-то место, может быть, не по праву человек занимает. То есть пока вы о нем думаете, хотя уже история завершилась, нам вот именно завершать, возрождаться уже. Вот у вас, видимо, этот процесс возрождения, он происходит как-то быстро. У кого-то, может быть, знаете, как глаза открылись, а может быть, начинается все с новости. Но это такой приток оптимизма, который вас, ну, даже если вы сейчас чувствуете себя совершенно опустошенными, а это вас буквально поднимает буквально с колен. Ладно, что же будет продолжаться? Что же будет продолжаться? Ну вот смотрите, самое время о себе подумать, потому что карта усталости, десятка жезлов. Не нужно тащить вот эти метлы. Мы как будто занимаемся или делаем много каких-то вещей, которые совершенно не способствуют нашему здоровью, нашему благополучию. Делегируй. Вот вы сейчас, видимо, в ближайшем будущем будете продолжать какое-то дело. Но, может быть, оно пойдет как-то легче. Или вы несколько распределите то, чем вы занимались один или одна, здесь вы часть обязанностей делегируете. Это сделать совершенно необходимо. Мои дорогие, что должно продолжиться? Какое-то одно важное дело. Именно одно. Это как цель, это как намерение, это как ваша миссия, если хотите. Но мы можем бездарно так потратить время, думая, что нет, вот я должен. Основная задача не быть вот в этом должен или должна. Мы должны в первую очередь самим себе, потому что тут правильное распределение сил.
И это вот будет продолжаться, но в новом, опять же, каком-то формате. И если мы возьмемся за старое, за прежние какие-то шаблоны или будем действовать как прежде, нет, мы тут ничего хорошего не получим. Вверху десятка мечей. Так а что же вообще это будет продолжаться? Но вот смотрите, какое-то время вы сами, кстати, можете быть так насторожены. И посмотрите, сначала у нас выпадает десятка, а потом девятка жезлов. Не случайно. То есть еще раз карты говорят, ты из прошлого, вот в день сегодняшний, уже ничего не перетягивай. Если это суждено, оно переходит. Но искусственно, как насильно, мы этого не делаем. Почему? Девятка жезлов – это карта великой силы, великой мощи. Но то, что нужно распределить или уделить внимание, но в плане вашего времени, вашей, может быть, экспертности, чем вы занимаетесь, ну, это в каком-то очень правильном ключе. Если вы будете себя буквально транжирить, отдавать свою силу, то тогда ваш какой-то проект сразу стоит под угрозой. Будьте внимательны. А вот все то, что касается прошлого, девятка жезлов вам говорит однозначно: ты сделал все, что мог. Ну или сделала, правда? Перезагрузка, мои дорогие, как будто из прошлого тут и останутся какие-то вехи или что-то важное. Но я не могу сказать, что вот эта вязанка из этих метл, что будет продолжаться, трансформация, мои дорогие, будет продолжаться. Карта башня, знаете как? Может быть, это те процессы, которые были даже, правда, в мире запущены. Все-таки у вас два старших аркана, влюбленные, мир. Те, которые были запущены даже сильными мира сего. Ну, мы этого не знаем, мы не видим даже концепции. Ну, нам объявят потом, со временем, мы узнаем. Вот к этому тоже, может быть, кому-то нужно быть готовым. Это, знаете, как структуры, законы, порядок какой-то может меняться и будет меняться. Ведь башня – это всегда именно изменение структурное какое-то. Может быть, это у кого-то будет касаться работы. Кстати, будьте внимательны. Изменения в плане руководства или каких-то приказов, положений, графика работы. Но это всегда прообраз башни – это тюрьма, мои дорогие. Вот тюрьма рушится, пусть рушится. Да, на первый момент мы можем, знаете, как невесомость испытывать. Мы же к этому привыкли. И не думали мы, что это тюрьма, хотя есть усталость. Вот из-за чего вы устали. Вот это как будто, ну даже пространство вверху аркан справедливости. Здесь все постепенно встает на свои места. Поэтому и не удерживайте что-то. Даже, ну, привыкли мы к чему-то, к какой-то концепции, может быть, работы. А тут на тебе новый руководитель и порядки свои новые устанавливает. С оптимизмом смотрите. Тогда вы быстрее будете и замечены, и оценены новым, к примеру, руководителем. Или пусть это даже график работы, или какие-то изменения, может быть, и по части тут документов вам придется, да, или что-то, у кого вопросы в суде, тоже с каким-то новым подходом. Но, может быть, какая-то новость, деталь в слушаниях появляется. Я пытаюсь разные направления рассмотреть. И вам-то это будет как раз играть в плюс. Потому что вот это разрушение, оно для вас хоть камни с неба, а для вас это как раз освобождение. Нам уже об освобождении говорили. Ладно, что же будет продолжаться? Но это, знаете, для вас, правда, какая-то миссия. Прообраз Юдифи, королева мечей. Это независимый человек. Мои дорогие девочки, здесь, знаете, все же нельзя, первое, повторить какую-то ошибку. Холодная голова в ближайшие дни вам точно совершенно необходима. Здесь нужно самой себя беречь. Может быть, это у кого-то придется еще и решать вопросы с инстанциями, консультироваться у юристов или как какую-то вашу задумку, идею, тему проделать в одиночку. В одиночку
В этом тоже будет ваша сильная позиция, потому что, во-первых, храня молчание, никто не знает. И значит, никто не помешает, не ставит палки в колеса. Как будто вам бы никто не помог. Есть какой-то вопрос, мои дорогие, который можете решить только вы. Но для этого вам необходимо больше сил. Не потратить их вот на что-то бесполезно ненужное, понимаете? Потому что наверное, нужно быть в таких рациональных энергиях, потому что это, знаете, обстоятельства, которые идут, может быть, на ваш порог, они от вас потребуют и сосредоточенности, и вот настолько скрупулезно-рационального решения, может быть, быстрого решения, я такое тоже могу предположить. Как и работы с информацией, так и выбор это тоже. А выбор это понятно, если мы одно что-то выбрали, допустим, направо, а налево мы уже с вами не пойдем. Но вот все-таки как будто, как Юдивь, да, отрезала, так отрезала, я всегда говорю. И вот и вам, может быть, придется от чего-то отказываться, словно отрезать. Так вот реальность складывается, отказаться. Но, может быть, это и где-то будет взаимосвязано вот с этим арканом трансформации и с прошлым, мои дорогие. Ты сделал все, что мог. Повторяйте себе эту фразу, чтобы себя не загнать в какой-то тупик, когда вам захочется с долей перфекционизма что-то переделать или довести до какого-то совершенства. Я только что увидела. Жрица, слушайте свою интуицию. Жрица – это та, которая все знает. Ну вот, и опять шестерка мечей. Здесь, знаете, что-то не поддается логике. Ни логике, ни здравому смыслу. А интуиция дает правильные подсказки. Шестое чувство. Голос нашей мудрости. Слушайте. И вот, кстати, по части интуиции. Что такое интуиция? Это прекрасный тандем и интеллекта, это королева мечей, и предыдущего опыта, мои дорогие. И никаких эмоций. Вот. Тут у вас какие-то возможности. С одной стороны, нельзя попасть в какую-то зависимую ситуацию. Нельзя взяться за то дело, которое бесперспективно, и потратить туда и силы, и время. И в это время у вас будет его величество случай, который, как зацепиться нужно. И проделать что-то, пусть не что-то там глобальное, тут у каждого своя будет задача, но именно в одиночку, никому ничего не говоря. Что же будет еще продолжаться? А может быть, у кого-то это касается личной жизни, и тогда дважды, трижды никому о себе ничего не рассказывайте. 2 десятки пентаклей и кубков. Здесь могут быть вопросы и дома, и денег, и личной жизни. Храните молчание, рядом королева мечей. Это буквально бережет вас от и ошибок, и, может быть, от тех людей. Знаете, ведь тоже и зависть даже. Как Борис Пастернак сказал в романе «Доктор Живаго», зависть – родная сестра и неразлучная спутница сатаны. Лучше не скажешь, ей-богу, фразы лучше я не встречала, не читала, не слыхала. И зависть иногда, да, вот какие-то невидимые энергии, которые нам мешают. Вы поделились с кем-то искренне, а человек вам поулыбался, а вам позавидовал. Вот вам храните молчание. Будьте, одним словом, мои дорогие, вот этой королевой мечей. Мужчина, перекладывайте на себя, значит, вам тоже в этих энергиях где-то стоит быть. Вот такая может быть неоднозначная ситуация из прошлого. Может быть, и завершается. Но есть еще какая-то тема или пусть даже пункт. То, что все же это стоит продолжать, потому что есть смысл. Но это нужно как-то сделать элегантно и не совсем с прежним подходом. К этому будьте готовы. Ладно, давайте еще с вами узнаем, что же будет. Видимо, карты нам говорят, что будет. Туз кубков, радость, мои дорогие, счастье, удовольствие, приятные вести. Опять же, у нас сегодня очень позитивный расклад. Так что же будет еще? И новые возможности. Знаете, по этой карте не торопитесь куда-то. Вы сейчас определяете, сейчас-то по рыцарю Пентакли я говорю, марафонский забег. Самый медленный рыцарь
но ему это необходимо, потому что он должен изучить. Он хранит каждый пентакль, потому что он его заработал. И он должен рассмотреть обстановку вокруг, он должен разобраться с новостями или с какой-то информацией. Он прилежный ученик, но это движение какое-то. Правда, тут может быть как что будет, как и перемещение, как и более активный образ жизни, как и больше бодрости у вас будет, это точно, но по этой карте вы можете встретить человека, который поможет вам решить какой-то вопрос. Это однозначно, по крайней мере в моих раскладах. И причем это может быть даже тот человек, на которого вы не рассчитывали. Или вы каким-то образом случайно выйдете, может быть, на него. Это может быть эксперт в какой-то области или специалист, который может дать отдельный совет, или могут выручить деньгами. Вот, кстати, если нужно срочно как какую-то финансовую брешь закрыть. Все же мы все разные, поэтому радость это точно. Даже если какая-то башня, поверьте, мои дорогие, не башня, есть выход. Но надо продумать, к кому обратиться или пока мы дойдем до этого человека. Да, ваша задача, смотрите, чтобы не было недостатка. По пятерке пентаклей недостаток в деньгах и во взаимопонимании. Деньги под контролем, потому что деньги будут, но, видимо, есть риск потратить или как-то неправильно распорядиться. Вот, значит, иногда бывает такое, мы на какой-то волне вдохновения пошли, да так купили что-нибудь не то. Или то, что не совсем в данный период времени необходимо. А тут же нужно быть еще и на какой-то последующий период, как будто мы строим подушку безопасности, еще какой-то выбор предстоит делать. Но, может быть, и договариваться, мои дорогие, придется. Может быть, не так все однозначно, но решить вопрос опять же можно. Что еще? Что будет? Сохранять вы что-то будете, жадинами вы будете. Вот будьте одновременно и рыцарем, говорю, извините, королевой мечей и по четверке пентаклей. Сохранять себя, сохранять свое вам придется, потому что есть то, что дорого любимо, есть то, что, как храните молчание. Может быть, наступает тот период, когда вам даже нужно будет уделить внимание самому себе или взять какую-то паузу, это вы берете, незначительную, для того, чтобы найти какое-то альтернативное решение. Давайте мы с вами достанем совет от карт на ближайшие дни. Ну вот как по аркану Иерофант. И учимся мы по этой карте, и где-то помощь тоже можете вы оказывать. Имеется в виду, это то, что по судьбе. Иерофант ведь это учитель. Он учит кого-то. Ну, помощь, я имею в виду, в ваших знаниях, как правильно поступить. Или, может быть, у кого-то будут еще и важные согласования, мои дорогие. И, может быть, какая-то важная встреча произойдет с человеком, который, та персона, да, вот я говорила, как эксперт, который может вам помочь решить какой-то вопрос. Но еще и по карте Иерофант хранить не только молчание. Иерофант, он еще и независим, вот как собственный дзен. Для вас, наверное, это все-таки совет не включиться в те вопросы, которые лично вам они не принесут ни прогресса, ни улыбок на лице. И вы потратите, опять же, какое-то время и упустите свои возможности. Может быть, мы говорили, судьба как экзамен в жизни. Но вот этот вам экзамен карта советует пройти как-то красиво, правильно. И высшие силы с учетом аркана Иерофант вам помогают. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. И я буду благодарна вашим комментариям. Скажите вот такой прогноз, как бы на ближайшие события. Может быть, есть смысл делать каждую неделю. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.